город сожжен, город просто уничтожен. Сегодня 6 марта. Время 7:30. Проснулись от того, что очень были сильные взрывы. Правило 2 стен там не работало. Дыры 10-метровые в домах, либо полностью обрушенные дома. Это мой дом. Вот что от него осталось. Это Нахимова, 105. Вот как-то так. Наш город просто стерли с лица земли, причем даже с жителями. Самые бедные это считались у нас старики. Они никуда не пойдут. Они будут сидеть дома, где-нибудь на 9 этаже, и ждать, пока в них залетит снаряд или залетит в лестничный пролет. В квартире у соседа была жена, ее разорвало полностью. Ты видишь не то, что убитого, ты видишь там часть тела, рука, нога. Людей хоронят во дворах, на детских площадках, в клумбах. И ты хочешь выехать, а выехать не можешь. Просто перемешались дома, машины. Все, короче, перемешалось. Либо расстрелянная взорванная машина, либо машина, там нет бензина. Шлика, у меня 1%, пожалуйста, когда эвакуация. А ты понимаешь, что город закрыт, и эвакуации нет. Если ты находишься на улице, солдаты имеют полное право тебя расстрелять, не глядя. Дома не знаю, это салон Моника. Сейчас поснимаю, скажу. Каждое передвижение там в пределах 500 метров, километра, это шанс того, что ты просто не вернешься. Наш новый прекрасный домик находился между Азовсталью и драмтеатром. Пока была эта бомбежка, мы просто легли в этой кладовке, я накрыла детей своим телом. Было очень страшно. К нам на улицу и к соседям прилетало 3-го, 5-го, 17-го. Если люди хотят узнать, что такое обстрел, артобстрел, авиаобстрел, ну, зайдите в какую-нибудь нынешнюю игру, да, там типа Call of Duty любой версии, зайдите посредине игры, когда там все в разгаре боя. Было все красивое. Можешь 9-й дом снять. Банфас. Мариуполь — это один большой ад. Это даже не филиал ада. Это люди, которые сидят в подвалах. Это дети, которые плачут. Это дети, которые лишились своих родителей. Это дети, которые в подвалах обнимают своих мертвых матерей. И они не понимают, почему они спят так долго. Мы просто убегали от смерти. Мне было удобно снимать в Мариуполе, жить в Мариуполе. Там вся моя родня, все родственники, родные, друзья. Город стремительно развивался. Была реконструкция площадей, реконструкция пирса. Вот я сейчас нахожусь в Бердянске, и даже здесь говорят, какой красивый у вас город был, мы любили приезжать, какие у вас парки, фонтаны, праздники. Он известен на весь мир своей промышленностью. У нас было 3 завода. По последним оценкам, этот город первый по зарплате во всей Украине. После нас Киев, Днепр и все остальные города. Я помню Мариуполь численностью там 400-450 тысяч официальные цифры были. В последние годы было в районе 550 тысяч.
На маршрутке добираться из конца в другой конец практически час. Город сам по себе очень большой. Дело в том, что Мариуполь находится в непосредственной близости к российской границе. На территории Украины есть такой поселок, как Новоазовск. За ним Широкино, в этой зоне разграничения. И все эти 8 лет проходили боевые действия. Если ты находился где-то на окраине, слышно были там взрывы какие-то, ну, опять-таки, легкие. 1-2 раза. Пиу-пиу-пиу-пиу. Постреляли, все. Ты их там не слышишь больше. Это как бы было отдаленно, не всегда. Периодически это было слышно. Особенно это было слышно на левом берегу, потому что он находится ближе. В 2015 году прилетело, буквально за недели 2 бахало сильно. Ну и как бы все привыкли уже, знаете. Это иногда страшит, что люди уже не боятся взрывов. Также в Мариуполе все эти 8 лет фигурировала такая организация, как ОБСЕ, которая занималась мониторингом всей ситуации, у которой на сайте есть отчеты. Да, серая зона установлена в рамках Минских соглашений. Мариуполь всегда себя позиционировал как Мариуполь безпечное место. Поэтому то, что что-то произойдет, ну нет. Всегда же кажется, что кто-то наверху знает больше, чем ты, да, и что ничего плохого не может случиться в городе, в который вкладываются миллионы и миллиарды, да. Ну вот, мы теперь понимаем, что это не так. Ночь с 23 на 24 я проснулся около 4 утра, плохо себя чувствовал. У меня окна выходят вглубь левого берега. Я тогда, помню, подошел к окну и смотрел в него. Буквально минут через 5 увидел вспышку и взрыв. Ну, я понял, что уже началось. 24 февраля меня разбудил мой муж и сказал, что Маша, началась война. Мы проснулись от взрывов. То есть где-то вдалеке, но мы знали, как они звучат, мы знали, как они слышат. Думали, что это вот примерно начало, вот как было в 2014 году. Но Мариуполь, просто надо понимать, это в 2014 году зацепило окраинами. И мы легли спать. В 6 часов мы проснулись от взрывов и легли спать дальше. 24-го я проснулась от звонка моей любимой родственницы. Она работала в полиции. Она говорит, пришла война. Не веди никуда детей ни в коем случае, ни в школу, ни в садик. И все, и мы поняли, что надо срочно что-то делать. И через час меня разбудил звонок друга, он сказал посмотреть новости. Я пролистал ленту. И я помню, как я сразу начал обмозговывать, что все-таки делать, и понял, что у меня нет бензина, у нас продуктов там на день-два вперед. Я помню, позвонил своей маме, она сказала, что она ехала на работу, и им сказали не ехать и возвращаться домой. Минут через 15 был уже в машине, ехал на заправку. Ребят, смотрите, сейчас буду ехать с Куприна на Ильича, на Нептун. Если кого-то надо где-то по пути подобрать, отпишитесь, а лучше отзвонитесь мне. Никто из моего близкого окружения и вообще, я думаю, практически весь Мариуполь не думал, что будет все так жестко. Все до последнего сидели и думали, что сейчас люди договорятся, потому что, 21 век, люди же умеют в конце концов разговаривать, да? Уже небольшие баррикады. У нас был заваленный подвал. Мы за полчаса полностью его разобрали. Мы настелили максимально отражатели, ковры, одеяла, чтобы там было тепло. И уже сильные выстрелы мы услышали в районе где-то 8 часов. И я быстро побежала к детям. Я помню, как я бужу старший. И у нее такой ужас был в глазах. И она все поняла, ей почти 12 лет.
Она поняла, я быстро их одеваю, взрывы продолжаются, я даже не успела младшего одеть, мы быстро их спускаем в подвал. И стали ждать того, что будет. Мы решили поехать с женой и детьми к ее брату. Он жил на микрорайон Мирный. 13:20 где-то было. И сказали, что микрорайон, который мы покинули, Восточный, был прилет. Ну и пошли видео. Прям флешбеки из 15-го года. Мне показалось, что даже в те же точки и попадало. Ну, а мы как бы готовимся. Лежбище. Уже сидим. Сделали себе вот такие вот уютные номера. Первые дни спускались в подвал, там кое-как его оборудовали, а потом передумали. Тогда еще был интернет, тогда еще была связь. Нашли в новостях, что обрушилась лестничная площадка, лестница посыпалась и засыпала людей. МЧС, так званых, да, их нет. Пожарников нет, никто не выезжает на вызов, никто нигде. Мы живем на 5-м этаже, в Сталинке жили. Вот. И находиться на 5-м этаже было уже небезопасно, потому что были регулярные прилеты градов где-то неподалеку. Время 7:30. Проснулись от того, что очень были сильные взрывы. Вот. И мы переехали жить к нашей соседке на 2-й этаж. А у нас был дом так называемого сталинского типа, он старый, большой, 4 этажа всего лишь. У нас там были высокие потолки в квартирах. И бомбоубежище представляло собой старую котельную. Раньше было в нашем доме угольное отопление. Там были коммуникации, были такие всякие, типа кладовые. И даже был туалет у нас там. На тот момент еще была связь, свет иногда отключали. Но у меня была гирлянда, я успела купить перед Новым годом, она работала от пауэрбанка. Я ее спустила вниз, чтобы когда свет выключали, детям не было так страшно. Время шло очень медленно. Мы боялись ночи, потому что ночью были самые активные бои. К нам на улицу и к соседям прилетало 3-го, 10-го, 17-го. Раз в неделю в один и тот же день. Мы начали отмечать на стене палочки. Знаете, как в тюрьме заключенные рисуют и зачеркивают. Вот сюда прилетела пуля. У нашего соседа по улице ниже было попадание прям в угол дома, и дом просел. Не было стены, окна, ну, слава богу, он выжил. Вот, если стреляют, так выходим. Заходим. И в подвал. Ты спишь в одежде, ты спишь обязательно на полу, если это 1-й этаж. А если ты где-то на высоких этажах, то, пожалуйста, рискуй. Жди, пока в твою комнату, квартиру, в принципе, когда к тебе что-нибудь залетит. Самый страшный день, наверное, это был день, когда бомбили роддом. Туда скинули 2 мощные бомбы. В этот момент я и мои дети находились в кухне у соседки. Все, что я успела сказать: ложитесь, никто лечь не успел. Нас прибило взрывной волной к полу. Я увидела, как падает мой 8-месячный Владик. Сверху на него падает мой сын Ярик. Другой мой сын находился в соседней комнате. И я подхватила Владика, чтобы добежать тоже до укрытия. И тут был 2-й взрыв, и нас просто вмазало в стену. У меня были счесанные руки, мы ударились головой, я накрыла детей своим телом, и мы лежали все это время, пока не пришли в себя. Было очень страшно. Вот с этой стороны дом. Сейчас будем пробираться через зеленый балкон. Но дома просто нет. И после того времени мы спустились в подвал и больше оттуда не выходили до 16 числа. Встать там в полный рост, у меня рост 1,90 м практически невозможно. В некоторых подвалах приходится сгорбленным ходить. Почему я уверен, что очень много жертв в Мариуполе? Именно потому, что людям не хватило бомбоубежищ, и люди не только из-за какой-то своей
такой, не знаю, уверенности или самоуверенности находились в квартирах, а только потому, что им некуда было идти. Так как мы были в частном секторе, сначала мы лишились электричества 25 февраля, буквально через неделю отключили воду. Когда газ отключили, было вот не по себе уже. Не по себе, потому что у нас продукты все там были, крупы, типа такого. Вот как это все готовить без газа? Ну, соседи скооперировались, там, повыносили мы мангалы во дворы. Ну, вот так мы готовим. Мужчины прикатили различные клумбы, которые были пустые, забрасывали туда дрова. Мы вытащили решетку из духовки, и на этой решетке ставились кастрюли, чайники, и таким образом готовилась еда. Вот там кто-то готовит. Я вышла, у меня вот пустая баночка. Меня тут обещали борщом угостить. И на самом деле очень много людей таким образом погибали. Потому что стоит человек, который готовит еду, прилет ракеты, осколки, и все, человека нет. Морозно, холодно, одиноко. Все городские парки в городе пусты. И лишь кое-где на деревьях высоко расположились галки, вороны и воробьи. В душе моей печаль, тревога. Что будет с Украиною моей? Спасибо. Как вас зовут? Тетя Таня или Татьяна Захаровна, как угодно. Мне 75 лет. Лена, это какой, 29-й дом, да? Топились люди чем могли. Кто-то нашел где-то какое-то дерево поваленное. Когда сухие ветки закончились, люди пошли по окраинам, у кого в гаражах что-то было. Да. Соседи ломают мебель и делают костры, собирают дрова, которые сырые. Нам повезло очень сильно. У нас стоял ресторан. И у него были деревянные столы, и там облицовка из дерева, и стулья деревянные. То есть люди брали дрова оттуда. Я думаю, что на данный момент они уже разобрали даже деревянные опоры, которые держали крышу. Люди тащили просто все, что можно было. В основном, конечно, люди запасались продуктами таким образом, потому что уже работающих магазинов не было, и никто не знал, насколько это продлится. Тут разнесли, арома кава, дружище разнесли, рынок разнесли. Желтом. Грибная нужна? Ну, надо было где-то искать еду, но мне кажется, в основном людьми двигал страх. Страх того, что они останутся без еды, воды. Продукты и аптеки, да, просто, ну, я не говорю, что разграбили, но люди заходили и брали еду. Я, наверное, не могу их осуждать, никто не сможет их осуждать, когда человек голодный. Они просто не работали, магазины, света уже несколько дней не было, они закрылись, и все, а там на полках куча еды, она просто пропадает. Это магазин Ширикум, торговая сеть Грация. Люди все вынесли, еще нету. Рестораны, кафе, не знаю, заколочено с досками. Народ ходит пока тихо. Сигареты закончились у всех и сразу. И у кого там были запасы, да, кто там запасся. В нашем районе, ну, в нашем дворе, ходил там один мужик, он продавал пачку за 500 гривен. И люди готовы были курить любые сигареты. Если кто-то там курил тяжелые, то он и легким был рад. Я не курю, потому что поэтому мне как-то это не близко, я не понимал, какая зависимость, да, у людей там сигарет. Некоторые там меняли на продукты, то есть они готовы были не есть, но курить. Ну, там люди продавали за блок сигарет машины потом. Почему? Потому что в машин не было бензина, и возможности у людей не было на них выехать никаких. Ну, то есть стояли машины просто без бензина, и все. И ты хочешь выехать, а выехать не можешь. Либо расстрелянная, взорванная машина, либо машина, там нет бензина. Все побито осколками.
первый момент ты думаешь, да, вот деньги у тебя есть, тебе они помогут, но чем дальше ты сидишь дольше, ты понимаешь, что они ни зачем не нужны, абсолютно. Деньги были такими бумажками просто, мне кажется, ты когда понимаешь, что ты не можешь выбраться, да, и там буханка хлеба стоит дороже, чем бумажки, все меняется. Гуманитарная помощь никакая не двигалась в тот момент. То есть вот первый месяц-полтора у людей нет гуманитарной помощи. Заехать в Мариуполь практически невозможно, как и выехать из него. У вас нет лекарств, вам их никто не везет. Если вы на инсулине сидите, вы умрете. Краснофлотской. Вам надо какие-нибудь сердечные препараты, вы умрете. Блокада, просто тебе ничего никто не везет. Как в Ленинграде. Моего приятеля жена, который погиб, она рассказывала, что в их доме просто мужчина без ног был. Он орал, просто от голода орал и кричал, типа, убейте меня. И таких было. Это проспект Металлургов и улица Университетская. Я сейчас иду к своей бабушке вообще проверить, что там, жива она или нет. 5 марта я ходил в центр, в свою квартиру последний раз, забирал оттуда остатки своей еды и ходил, искал тележку обязательно, потому что без телеги ты не проживешь. Все магазины закрылись, еды нет. Люди ходили, да, где-то там вот вдалеке стоял тоже сетевой магазин АТБ, хлеб привозили. Люди заранее даже занимали там с самого утра стоять и говорить, что типа так мы ждем хлеб. Хлеб должны привезти. Вчера не привезли, сегодня привезем. Я помню, мне один приятель написал, он уехал из Мариуполя 24 числа, и он написал: Серега, я типа ломайте мою хату, так и написал. Там есть еда, вода, типа, если нужны теплые вещи, берите все. Я жил на последнем этаже, у меня были на батареях праники для сброса воздуха. И мы их открывали, и оттуда вот такой струйка маленькой, вот так вот, в ведро текла вода. А вот так я выгляжу сегодня. Не знаю, какой день, там немытая голова. Но ухаживаем за собой по мере необходимости. Еще есть там небольшой запас влажных салфеток, когда обтираемся. Вот, дети говорят: мама, я чешусь. Ну что делать? Пока так выгребаем, главное, что все живы и здоровы. Воду эту мы там вот так вот, там у меня была крестница с моими друзьями, с врачами, и мы, когда не сильно бомбили, не то что не бомбили, не сильно бомбили, быстро забегали в квартиру, перед этим разогревая на огне вот такую кастрюльку воды, потому что это ребенок, его надо мыть. И мы вот это делали манипуляцию, обмывали, потом этой водой там, еще мыли руки в этой воде, а потом после этого мы ей смывали туалет. Другие люди ходили на так называемый родничок, это когда природные, да. Была огромная очередь, в очереди простояли больше 2 часов, набрали 24 литра и ушли. Ну и когда мы набирали, это было в частном секторе колодец, но там же рядом была речка. И мы увидели, как люди просто черпают из речки воду. Мы решили в дальнейшем не стоять в очереди, а набирать именно непосредственно с речки. Люди здесь набирают воду. И я помню один раз, уже когда были авиаудары, число 10 марта, люди пошли и вернулись, сказали: мы туда больше не пойдем, мы лучше типа умрем без воды. Потому что был авиаудар, и рядом с ними прям взорвалась бомба. Каждое передвижение там в пределах 500 метров, километра, это шанс того, что ты просто не вернешься. Комендантский час из себя представляет то, что тебя могут убить и свои, и чужие. Объявлен комендантский час там, в 5 часов вечера, да. Все, ты вот до этого времени должен быть или у себя во дворе, или в доме. Но лучше в доме у себя.
или в подвале. Когда выходишь во двор, слышны были свисты пуль. Опять-таки, мы сидим в центральной комнате и не слышим прилетов. Мы слышим уже, свиста не слышим. Мы не сможем подготовиться. Мы слышим непосредственно уже прилет сам и как дрожит весь дом. Когда ты идешь по частному сектору и видишь, коробка целая, а крыши нет. Ты понимаешь, что был прилет сверху, и, скорее всего, внутри никого не осталось. Если ты находишься на улице, солдаты имеют полное право тебя расстрелять, не глядя. Царство небесное. 19-летний парень шел в 10 часов вечера откуда-то там домой, а утром его нашли уже мертвым, расстрелянным. Кто, что, никто не знает. Твоего дома там до Крынеси у тебя там пускай будет метров 300. Ты пошел, никаких трупов нет, то есть никого. Возвращаешься, лежит 1-2. За домом может быть несколько захоронений, там до 10 человек могут быть захоронений. У нас окраина города была. У нас вот эти вот массовые бои были в первые дни, а в центре вот по 50 человек могли в день хоронить. А потом их переставали хоронить вообще. Потому что если ты выйдешь сейчас кого-то забирать вообще тело куда-нибудь перетаскивать, ты можешь попасть под снаряд. 5 мая. 22 год. Мне кажется, люди не до конца понимают, что происходит в Мариуполе. Мариуполь — это один большой ад. Это даже не филиал ада. Это люди, которые сидят в подвалах. Это дети, которые плачут. Это дети, которые лишились своих родителей. Это дети, которые в подвалах обнимают своих мертвых матерей. И они не понимают, почему они спят так долго. Вот тут такой прилет был на Гагарина 3 и 5. Что, башню с танка туда закинуло, на крышу. Мы еще не знаем, сколько под завалами людей. То есть, если сейчас начнем разбирать все завалы, то мы насчитаем очень много. И это при этом все люди. Это все люди, которые могут быть. Это и будут и военные, и с одной, и с другой стороны. Понятно, что мы в безопасности себя не чувствовали, но у нас были постоянно какие-то такие флешбеки того, что на драмтеатре много людей, туда бомбить не будут. Там Красный Крест, то есть туда бомбить не будут. Ну, я не знаю, мы, да, как дети, наверное, тогда думали. Слева по курсу 55-я школа. То есть не было никаких правил. Ну, с моей матерью и братом пошли в торговый центр, он уже был сгоревший, и пошли туда за водой, и начался обстрел. До этого просто снаряды летали, да, вот просто летит у тебя над головой, свистит, знаете, вот кто-то свистит во дворе, вот примерно то же самое у тебя над головой пролетает, и потом ты слышишь, знаете, как что-то где-то на каком-то складе упало, знаете, как шифер на каком-то складе упал, где-то далеко. Но ты понимаешь, что это недалеко, это где-то тут рядом, и это он попал в дом. То есть этот звук глухой такой и сыпающийся, это значит, снаряд попал в дом. Мне пришло сообщение, адресованное моей жене от ее матери. Там было написано: «Инуся, квартиры нет, у нас попал снаряд, ну, в квартиру попал снаряд, квартиры нет, но мы живы». Они жили на втором этаже трехэтажного дома. Снаряд через верхний этаж пролетел и взорвался в их квартире. Они там находились. Квартира над ними полностью рухнула и стала на ихнем этаже, получается. Все перекрытие, весь пол рухнул. Они были в этот момент на кухне. Это единственная комната, которая не пострадала. И вот это их спасло. 99,9% домов, которые существуют в нынешнее время в Мариуполе, они непригодны для жизни.
Нарушены коммуникации с электричеством. Да, практически все электрокоммуникации уничтожены. Канализационные коммуникации, с водой проблема, так как бомбы попадали вблизь домов и разрывали коммуникации с водой. Практически в каждом доме сейчас выбиты стекла. Когда было отключено электричество, также были повреждены вышки связи, и у нас не было интернета, и не было никакой возможности связаться вообще с внешним миром. 3 дня, 4 дня уже нет связи, нет света, нет воды. В городе постоянно громыхает. Даже сейчас слышно. Часть города разрушена. И у людей просто разрядились телефоны. С того момента и по сей день, конечно же, очень многие не на связи. Буквально неделю назад вышел на связь мой друг, с которым не было связи 2 марта. Там молодой человек, у которого есть телефон, там все. Это не бабушка, дедушка, которые не заряжают телефоны в мирное время. У нас не было связи неделю в церкви, где мы сейчас ночуем. Сейчас все возле окна ловят связь и передают друг другу Wi-Fi, чтобы хотя бы словить связь хоть какую-то. Ты не можешь позвонить никуда, никому. И зарядить свой телефон ты можешь только, если у тебя есть там аккумулятор, машина, бензогенератор какой-нибудь, да, если тебе посчастливилось. Распределитель на аккумулятор. Включали автомобиль на холостых, он работал там 2-3 часа, как нам необходимо было. Заряжали телефоны, пауэрбанки, пытались аккумулятор зарядить. За бензин давали там, 500 гривен, это $20 за литр. Я помню, из-за того, что у меня был бензин, я как раз мог заряжать. Мы ходили там на несколько улиц ниже, у человека был в частном секторе генератор, то есть ты приносил 2 литра бензина и час мог заряжать там. И у меня было несколько пауэрбанков. Вот они тоже во многом сыграли такую роль, что мы зарядили все эти пауэрбанки мои и ими пользовались, а потом, когда не было света. Среди моих бывших сотрудников, с кем я работал на работе, у многих уничтожено их жилье, у моего начальника уничтожено его оба жилья. Насчет семьи знаю только за бывшую сотрудницу, у нее половина семьи умерла. Один сотрудник не вышел на связь, то есть до сих пор не знаем, что с ним. Единственный доступный способ получения информации — это было сарафанное радио. То есть когда люди обмениваются информацией из уст в уста, кто-то кому-то передал, кто-то где-то услышал. Мы слышали о том, что вот в центре города уже ничего нет, в подземном переходе в центре города дыра огромная, 23-й микрорайон не существует, Восточный не существует. Постоянно слухи были, а проверить ты можешь только сам, сходив и увидев своими глазами. Я помню, когда я уехал с Черемушек, и там осталась моя мать. Она говорит: сыночек, хорошо, что вы уехали, у нас по соседству стоит ПВО. У меня отложилось в памяти эти слова, потому что когда я выходил во двор и слышал самолет, я уже боялся не авиабомб, я боялся, что если он летает, значит там нет ПВО. А если на него скинули авиабомбу, то там, возможно, и нет моих близких. Ты сидишь в информационном вакууме, сам надумываешь себе разное и не понимаешь, что происходит. Ты, грубо говоря, знаешь, что вокруг тебя там в радиусе 100 метров, что ты можешь оббежать. А вот наш салончик красоты. Салончик красоты. Но побито, но не сгоревшее. Ты смотришь, и в телефоне у тебя вообще нету сети. Но ты знаешь, что сеть бывает появляется там или там, и тебе надо туда дойти там минут 30 пешком. И вот ты, пробираясь там улицами, там уже разрушенные дома, ты бежишь к тому месту. Ты смотришь, там на перекрестке человек 30 стоит, и все с телефонами вот так. Ты знаешь, в этом месте там была связь.
А на Киевстаре, который там на 1000 мелочей, так называемый район, там был интернет. Но туда надо еще минут 10 найти. И ты думаешь, рисковать, не рисковать, рисковать, не рисковать. Ты прибегаешь на место, где есть интернет, получаешь какую-то связь, телеграм открываешь, там в каналах прогружается эта связь, и ты убегаешь оттуда, потом возвращаешься вечером в бомбоубежище, садишься, вокруг тебя люди просто... Ну, это как, наверное, раньше вот к телевизору все собирались, а так собирались ко мне слушать, что же произошло, что там происходит в мире. Я ни разу не слышал ни сирены скорой помощи, ни пожарных, ни полиции, ни громкоговорителей. Я думаю, неужели они закончились? Нет людей, которые могут оповещать население о чем-либо. Никто никаких листовок там у нас не разбрасывал, никто не говорил нам ничего. То есть ты сидишь, не знаешь, там у тебя дни идут. Ты абсолютно не знаешь, где чьи позиции, кто стреляет, куда бежать. И самое важное, ты ничего не знаешь про эвакуацию. Просто ничего не знаешь. И очень часто ходили слухи, что будет зеленый коридор. Все его очень ждали, и мы ждали в том числе, чтобы безопасно выехать. И вот это ожидание, оно тебя очень напрягает, когда ты сидишь, и ты не знаешь, ты выйдешь или ты не выйдешь, ты будешь ехать на свой страх и риск. А если твою машину расстреляют? Меня многие спрашивали, что ты не выезжаешь, почему ты не выезжал, почему вы там оставались. Ну, нет было возможности выехать. Да, люди выезжали, там на некоторых блокпостах их пропустят, они проедут полпути до Запорожья. Им говорят, все, разворачивайтесь, мы вас не пропускаем. Они возвращались с пустыми баками бензина. Второго шанса у них уже не было. И мой друг, я помню, написал сообщение, люди выехали из Мариуполя, это было числа 12-го. Люди выехали из Мариуполя, есть такая возможность. И была такая приписка, но надо ехать через Минск. И вот когда, да, начались авиаудары, это, наверное, был переломный момент, что мы уже поняли, что никакого коридора не будет, что нам нужно будет выезжать как угодно, с какой-то опасностью, но оставаться в городе было опаснее, чем воспользоваться одним из таких маршрутов. Ради себя мы бы не поехали, мы бы не рискнули оставить дом, оставить все. Была семья, и умер папа. И у них осталась машина Ford Кадиллак. Там было 6 девочек, с мамой. И не было водителя. Они очень хотели выехать, но они просто не могли, некому было везти. А нас в семье 2 водителя, я и муж. И ради них мы и поехали. Просто ради них. У нас были вещи собраны, у меня была машина уже полностью с вещами. Жена сказала, мы с техникой твоей не проедем никуда, нас просто не пустят. И мы приняли решение все-таки рискнуть и в чемодане ее позаматывать там, в трусы, в носки. И компьютер я забрал. Все, я сейчас сижу не в своей одежде даже. То есть, я взял там минимум вещей, одни штаны, одни кроссовки, одну худи, и то, что было на мне. Нам позвонили из колонны и сказали, быстро сюда, пропускают. И, чтобы вы понимали, времени не было просто совершенно. Вот банально у меня падает кружка с кофе, которую я хотела взять с собой, которую я всегда возила в машине. У меня нет секунды ее поднять. Хватало просто то, что видела из вещей. Детям там нужна определенная аптечка. Она у нас была куплена, она просто осталась на столе. Да, максимально все, что влезло в машину. В первую очередь продукты и теплые вещи, потому что мы не знали, где мы остановимся, как будет и как долго мы будем в дороге. Мы выезжали с нашей соседкой, у нас было 9 человек в машине, из них 3 детей. Также у нас в машине было 3 кошки в переносках и собаки. И собака, одна моя собака. Когда мы ехали, я видела наш разрушенный город, и это было очень больно. Потому что вот эти улицы, по которым ходили твои дети, а вот здесь уже лежат разорванные снаряды, поваленные столбы. Ты видишь не то, что убитого, ты видишь там часть тела, рука, нога, максимально неприятное зрелище. И мы ехали, вся дорога была в снарядах.
разбитой техники. Лежал сожженный КамАЗ, перевернутый, от него было все в стекла. Было очень много техники. 23 марта, как только я объехал весь город, мы ехали колонной из 6 автомобилей. Я сам попросил сигарету, потому что чувствовал себя, не знаю, изнасилованным, что ли, но захотелось покурить. Ночью ехать нельзя было. Мы останавливались, ночевали в церквях. Были пробки по 50 километров. У нас полностью стерлись колодки на машине. Мы ехали из города, а куда конкретно не было как-то цели. Мы ехали и по дороге придумывали. Я настаивал на том, что поехали в Бердянск, потому что я до коллеги дозвонился, и она говорит, тут есть лагерь для беженцев, бесплатное жилье и кормят 2 раза в день. Там люди выезжали под обстрелами, они прятались в селах. Уже подъезжая к Запорожью, над ними летал самолет. Они думали, сейчас будет авиаудар, но он разбросил так называемые тепловые ловушки. На следующий день также выезжала большая колонна. Они не доехали. Они никуда не доехали. Они просто исчезли. Я нахожусь в Ивано-Франковске, это одна из западных точек Украины. Но я себя не чувствую здесь в безопасности. С одного ужаса выехали, но когда ты в Украине, такого понимания безопасности никакого нет. Когда мы там находились, я постоянно сохранял какие-то посты информационные, как спастись от бомбардировок, как спастись от фосфорных бомб, как спастись от химического оружия, сохраняю посты, как спастись от удара ядерной бомбы. Когда ехал в Бердянск, я еще думал о том, что надо максимально близко к городу находиться, чтобы я мог поехать и искать своих близких. Мы столкнулись с тем, что у мужа родители, они же остались. И я нашла нескольких человек, которые вывозят. И на тот момент, чтобы вывести 5 человек, надо было заплатить $3000. Потом такса была 2000 за человека. Долларов, не гривен, долларов. И вот так люди работали. Без какой-либо гарантии. То есть гарантий у тебя нет совершенно никаких. Ты обязан скинуть деньги и просто сидеть, ждать чуда, а проедет ли этот человек вообще, а найдет ли он родственников. А живые, простите ли, они вообще. В результате наши родители, сестра, они выехали сами, выехали на Донецк, их уже эвакуировали в ту сторону, Украина уже была закрыта. Все ощущения такие, как целлофановый пакет. Такое впечатление, что все не по-настоящему, как будто ты вернешься в свой город и все будет как прежде. Но на самом деле этого не будет. И, наверное, осознание пришло именно в тот момент, когда я увидела свой дом, который сгорел. Умерла моя бабушка в возрасте 87 лет. Бабушка 1936 года рождения. Какого она прожила все это в детстве, и какого она должна умирать под этими снарядами? У меня слов нет. Проверяю некоторые видео, которые я снял и выложил, и слышу, как свистит мина, прилет, а я даже не дергаю рукой, тоже как-то уже смирился с этим. Оно как-то все на задний план отходит. Это я не за храбрость говорю, а о том, что как-то психика подстраивается, наверное. Мы как только выбрались, мы все заболели. Все просто вот. Мы и так были там уже заболевшие, простывшие, да, там сидели все с температурой. Но из-за количества адреналина, который каждый день в твоей крови вырабатывался, ты был бодрый, у тебя там все симптомы проходили там уже через день, а тут мы выбрались, и все слегли, у всех температура, у всех там колотило под 40. Я просто практически не сплю.
Я постоянно, я вижу свой город. Ну, это без преувеличения. Это каждую ночь. Я постоянно, ну, я там, я всей душой, у меня все там. Моя жизнь закончилась там. Сейчас, несмотря на то, что я нахожусь в Европе, я существую. Снится выжженный город часто. Вот. И ты просыпаешься, и ты не понимаешь, где ты находишься. Вот часто так бывает. Ну, как? Дергаюсь, просыпаюсь. Все какие-то сны, вот, которые страшные, они связаны с Мариуполем, да, ну, типа, они связаны с тем, что ты там находишься, и с тобой что-то случается. Знаете, первое время, когда я приехал в Бердянск, меня что-то съедало изнутри. Я не мог понять сначала, что там, буквально, может, 2 недели прошло или неделя. Ну, я понял, что это чувство вины. А недавно с супругой общался, она говорит, это называется синдром выжившего. То есть я чувствую вину за то, что я выжил, а другие остались там навсегда. Наш город просто стерли с лица земли, причем даже с жителями. Люди, которые прятались в убежищах, они же в них и похоронены. Но мы никогда не узнаем реальную цифру погибших. Никогда. Просто никогда. Ну, в Мариуполь уже возвращаться смысла нет. Там нет уже ничего и не будет. Завод уничтожен, многие предприятия уничтожены, улицы стерты с лица земли. Там, если сейчас проехать по некоторым улицам, вы не узнаете, что там было. Некоторые дома просто вот скатились в руины. Тут была искра, а тут был Казахмаш. Когда ты смотришь фотографии и не узнаешь свой город, в котором 35 лет прожил, то есть не узнаешь, ты смотришь на свою улицу, на соседнюю, которую там знал дома, а домов нету. Ты там по каким-то маленьким кусочкам узнаешь, что это, наверное, она, или там по ландшафту какому-то, или вдалеке там труба завода, и ты примерно как-то сопоставляешь это. Ну, в таком городе, наверное, сложно жить. Там нет воды, там нет электричества. Плюс где там работать, на что там жить, и какое будущее у моих детей будет. 27 февраля у моей дочки должен был быть первый концерт в театралке. Они должны были ставить спектакль «Маугли». Сейчас театра нет. А ДК молодежному было 125 лет. Его просто нет. Моего младшего сына, у него испуг. И испуг продолжается по сей день, несмотря на то, что я уже обращалась к психологам, да, то есть мы пытаемся с этим работать, решать этот вопрос. Он боится любых громких звуков. Ну, ему дико страшно. Это начинаются истерики, он начинает кричать, он просто боится. Когда у тебя есть дети, ты думаешь в первую очередь об их безопасности и вспоминая опыт там, предков с Великой Отечественной войной, когда снаряды находятся уже в мирное время, думаешь о том, чтобы твои дети были в безопасности в первую очередь. И я не знаю, сколько потребуется времени, чтобы Мариуполь можно было спокойно, чтобы туда можно было спокойно приехать и жить. Страшно от того, что ты понимаешь, что все улицы просто залиты кровью, что везде просто были трупы. Везде. Ты никогда в жизни уже не будешь там ощущать себя безопасно. Никогда. Горизонт заканчивается на 2-3 дня вперед. Вот такой примерно горизонт. Ну, потому что в Украине сейчас планировать что-то... Сейчас с вами договорю, поеду на рынок, закуплюсь продуктами, поеду в Мариуполь, выполняю максимум зданий, которые себе там поставил, переночую там, доделаю дела и уеду обратно. Мой двор. В первую очередь я ездил, ставил себе цель найти мать, найти отца. Ну, отец уже к тому моменту, как я начал попадать в город, вышел на связь, я знал, что он жив.
найти бабушку, дедушку. На этом пути мне начали друзья просить там заехать, посмотреть квартиру. Вот мы в квартире. Посмотреть автомобиль, сделать фотографии дома, найти там их родственников, близких, друзей. Ужас. Здесь люди живут. Последний раз в Мариуполе я был 10 мая. Закатный Мариуполь. Весна все скрашивает, я бы так сказал. То есть, если посмотреть видео, которое я подснимал, и там, где на фоне деревья зеленые, оно уже не так все печально выглядит. Мне кажется, если бы это осенью снимал, там вообще страх был. Немного обосноваться, пособирать каких-нибудь денег, начать жить, снять сейчас отдельное жилье, постараться смотреть, куда дальше можно ехать, куда можно дальше идти жить, пытаться в чем-нибудь своем развиваться. Мы до этого развивались, и попытаться восстановить все это и дальше идти по жизни. Как жить дальше? Собраться и жить дальше, потому что жизнь продолжается. Я не для того выжила, чтобы сидеть и страдать. У меня есть дети, у меня есть мои золотые руки, которые меня прокормят. У меня есть близкие, родственники, у меня есть моя семья. Жизнь продолжается.